Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто о вас мечтает? Какая же женщина мечтает о вас? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями видео. Итак, смотрим, в каких энергиях вы сейчас находитесь. Ой, как у вас разбито сердце сразу же, сразу же грусть, печаль, тоска, разбитое сердце. Вот плохо вам, вот я не могу по-другому, назвать это, плохо, разбитое сердце. Причем это сердце разбито, скорее всего, либо же из-за вранья, либо из-за измены. В принципе, это, практически одно и то же, да. Вот вы человек по жизни, которого сломить вообще сложно. Но эта ситуация, я вам скажу, подломила вас. Несмотря на вашу силу воли, несмотря на то, что вы, может быть, на людях даже пытаетесь как-то держаться, вот вы никогда не покажете свою слабинку. Вы всегда на высоте, вы стараетесь как-то вот быть в хорошем настроении, но не показываете вы, что душа болит, а сердце плачет. Да, вы можете там один наедине сам с собой, и погрустить, и, может быть, даже кто-то скупую мужскую слезу пустит, но это так, чтобы никто не видел. Не дай бог, чтобы это не видел, потому что, как же, вы же император, вы же силач, по жизни. Этого никто никогда не должен увидеть. Для вас вообще измена, в принципе, измена в семейных отношениях, либо же вообще в стабильных, отношениях, даже если это просто встречи, но есть определенный человек, которого вы любите, если есть любимая женщина, то для вас табу измены. У некоторых может это проигрываться, что вас так воспитали, либо же вы просто как бы считаете сам, вы настолько уверены в том, что должна быть верность и порядочность в отношениях. Причем может проигрываться, что у самих как-то по жизни сложилось, что, в принципе, я думаю, это у многих так бывает, что искушения периодически были, именно искушения другими женщинами, но вы старались как-то отталкивать их, не поддаваться на эти флирты их, не заигрывания и так далее, потому что, вы прекрасно понимаете, что женщины есть разные, могут кто-то намеками завлекать мужчин, кто-то в наглую, приглашают, приходи в гости там и так далее, и начинают озвучивать, чего они хотят. Вы же стараетесь так очень осторожно, напишите в комментариях, было у вас такое в жизни или нет, что вы отказывали, что вы понимали, что другая женщина хочет с вами как бы зароманить, либо же в интим вступить, но вы все-таки культурно, либо же не очень культурно, но как-то отшивали такую дамочку. У вас вообще по жизни, знаете, вы, в принципе, я могу сказать, вы всегда были, более-менее такой фартовый человек. Я не могу сказать, что у вас там счастье безоблачное было, нет. Но как-то так, знаете, у вас по жизни события складываются, что вам постоянно сама Вселенная, что ли, сама судьба подбрасывает периодически шансы, когда, может быть, уже вы готовы были руки опустить. Это может абсолютно всего касаться, и по работе, и в отношениях, где угодно это может проигрываться. Когда вы, может быть, уже думаете, все, уже ничего не будет, уже ни на что не надеюсь, а вам раз и шанс, к примеру, не может человек долго найти работу, уже все, уже везде ему отказывают. Либо же постоянно неподходящие вакансии попадаются, то есть все что угодно может быть. Уже человек руки опускает, что же делать, куда бежать, все, остался без работы, никому не нужный, жить не на что. И тут на тебе судьба подкидывает, либо же там какой-то знакомый вас пригласит, скажет, вот я знаю, у меня там требуются работники, либо же я знаю, где нужны работники, то есть какой-то вброс, какая-то такая судьбоносная доля здесь есть, я бы сказала. Именно шансы у вас появляются, шансы после того, как вы уже, может быть, не верите, а оно раз и все поворачивается в вашу пользу, в таком плане.
Еще раз повторю, может быть абсолютно где угодно, и по финансам, и с женщинами, да, может быть уже кто-то думал, что все, расхожусь, а нет, оно как-то выравнивается, да, отношения выравнивались. То есть вот такой вы фартовый даже в чем-то человек. Но вот то, что вам, конечно же, разбито сердце, я вам скажу, что вашей вины здесь, ну, скорее всего, нет. Давайте-ка уточним все-таки, вот есть ли ваша в этом вина. Нет, здесь нет вашей вины, что вас предали и изменили. Абсолютно. И теперь я вам скажу, что вот вы остались таким, знаете, несмотря на то, что да, вам больно, у вас разбито сердце, но все равно как-то вы стараетесь себя вытягивать из этого состояния. Вы стараетесь не унывать. Еще может проигрываться, что вот вы, чтобы выбраться из вот этой вот рутины, из негатива, вы пытаетесь, может быть, кто-то чаще общается с друзьями, да, там с родственниками, может быть, сестры, братья есть, да. Вот стараетесь как-то вот где-то посидеть, может быть, кто-то ездит на рыбалку, там, я не знаю, на охоту. Ну, то есть как-то вы отвлекаетесь. Вот помимо того, что вы работаете, да, но вы стараетесь, вот может, знаете, еще может быть такое, что старайтесь дома поменьше быть, потому что когда один дома находишься, ну вообще тогда накатывает и ностальгия, и все эти воспоминания, и вообще, ну как-то, ну настолько грустно, печально становится от этого всего, вот из-за вот этого разбитого вашего сердца. Поэтому я вам хочу сказать, что несмотря на то, что с одной стороны у вас разбитое сердце, да, с другой стороны, вот вы все-таки теплится у вас надежда на новую женщину. Да, вам больно, да, плохо, да, разбита жизнь, судьба и так далее. Но вот все равно надежда есть на новую женщину, и в то же время у вас есть страхи. Понимаете, какая дилемма у вас вырисовывается, что с одной стороны, да, хочу новую женщину, да, надеюсь на новые отношения, но есть страхи. Это может еще проигрываться, как я уже иногда вам рассказывала в своих видео, даже не раз рассказывала. Ну, может быть, кто-то не слышал, повторюсь еще раз. Бывает такой момент, что вот перед расставанием, да, перед разводом люди ссорятся, да. Это могут быть и бурные скандалы, это может быть даже пусть не на повышенных тонах, но люди говорят какие-то колкости друг другу. И это бывает очень часто, говорится это все женщинами. Да, мужчины тоже могут там что-то уколоть, назло сделать, да, но сейчас мы не об этом. Сейчас о том, что вас как бы травмировали при расставании. То есть женщина при разрыве может специально сказать, что ты такой сякой, ты вообще никакой, да, и за тот же интим, да, очень часто вот именно вот этими колкостями по поводу ты никакой любовник, и ты и то не так делаешь, и ты это не умеешь, и размер не такой, и все не такое, да, тем самым они пытаются вас еще больше унизить, уколоть. Поэтому смотрите, то, что вам, если вам что-то подобное женщина говорила, не нужно принимать это за чистую монету, потому что она это могла сказать специально. Причем я это знаю. Я знаю, это женщины сами признаются и даже не скрывают, что вот они пытаются уколоть и сделать вам больно. Просто для того, чтобы вот еще больше унизить. Поэтому у вас вот остались какие-то комплексы. Скорее всего, вам женщина ваша бывшая наговорила каких-то гадостей. Это ушло у вас глубоко в подсознание, и теперь у вас и хочется, и колется. Да? Вот есть некоторые такие страхи, сомнения, комплексы перед новыми отношениями. Поэтому смотрите, отбрасывайте это все. Это дорога в никуда, если вы будете себя накручивать, да, если вы будете вспоминать вот эти все заморочки, которые вам бывшая говорила, но это дорога в никуда реально. Это дорога к одиночеству, да, вот если она сказала, ты там не, вот как обычно говорят, да ты там никакой любовник, да, ну так, приблизительно, да, вот такую фразу возьмем. Это не значит, что вы плохой, да, в этом деле. Это значит просто, что она вот реально хочет уколоть вас. Просто хочет растоптать, потому что многие женщины, они прекрасно понимают, что для мужчин это очень болезненная тема. Даже шутки, колкости ниже пояса, это все, это трэш.
Поэтому, если вы сами знаете, да, что вы и то, и то, и то, вы все умеете делать, то есть у вас и разнообразие было, у вас все было, да, то есть, но это, ну, не может быть правдой, ну, никак. Понимаете? Это если вы там в позе бревна, тогда еще я подумаю. Может быть, это и правду сказала женщина, да? Это совершенно другая ситуация. Но когда вы старались, вы не лежали там, да, вы что-то делали по всей Камасутре, грубо говоря, да, то это ну никак не может быть правдой. Но опять же, отпечаток это откладывает. Отпечаток откладывает. И только вот если встречается, я вам скажу, умная такая, даже мудрая женщина, которая увидит, что какие-то моменты вот вас пугают, страшат, да, но это чувствует, это любая женщина чувствует, что мужчина, даже в том же интиме, он может быть как-то вот, ну, робкий какой-то подход, да, какой-то вот, ну, как вроде бы мальчик там, я не знаю, 17-летний себя ведет, который неумелый, робкий. И женщина умная, опять же, повторяю, это умная женщина, она выведет на разговор, она поговорит в открытую, да, почему, может быть, что-то тебе сказали, да, почему ты так себя ведешь, что тебя пугает, ну, это нормально, да, когда вот в паре. Поэтому вот если у вас попадется такая женщина, то это вообще будет шикардос просто. Если вот она с вами поговорит и о ваших страхах, и о ваших комплексах, вообще обо всем поговорит. Так, что-то мы сегодня увлеклись, да, вот как-то настроение хорошее, и психологию, и все-все-все сюда. Так, смотрим быстренько сейчас. Какая же женщина пришла к нам на расклад, да? Итак. Посмотрите, женщина, которая, она в принципе в чем-то похожа, вот похожа ситуация на вашу. Ей было тоже, вот у вас разбитое сердце, ей тоже было либо же очень плохо, либо еще хуже, чем вам. Вот просто человек убитый наповал. Она жила, я вам скажу, в очень таких довольно неплохих условиях. Она жила, ну я скажу, в полном шоколаде. Но мужчина тоже с ней поступил, вот как с вами женщина, только с ней мужчина поступил довольно некрасиво. Вот. Смотрите, она, в принципе, она сильная личность. Эта дама сильная. Вы с ней пересекались. Причем, я думаю, скорее всего, это по работе как-то связано. Это может быть и прям на работе на самой, да, там, где у вас там находится офис, здание и так далее. Это может быть в командировке по работе. Это может быть по дороге на работу, по дороге с работы. Ну, то есть вот как-то именно работа мне идет. Вот где-то вы с ней пересекались. То есть общение у вас было. Так, почему она, давайте, не показывает себя, что ли? Так, а смотрите, она себя не показывает, ну, как бы не проявляет, да, вот особо свой интерес к вам. Во-первых, она считает, что у вас, может быть, кто-то есть. Она на 100% не уверена, что у вас никого нет. Вот она насчет этого не в курсе. Плюс она, ну, дамочка такая, я не скажу, что прям звезда во лбу, но она себе цену знает. Вот вы ей нравитесь, да, и она тоже как бы такая вот красотка вся из себя, но она считает, что нет, это мужчина должен первый подходить, хотя вы ей нравитесь, да, вот вы пересекаетесь, и она как бы немножечко так запала на вас. Она хотела бы с вами и поближе пообщаться, повстречаться, но вот она не уверена. Она почему-то вот думает, а вдруг у вас кто-то есть, а вдруг у вас даже пусть, ну, какие-то любовные отношения, но есть, пусть даже не семья, не жена. Вот как-то она не очень в курсе насчет вашей личной жизни. Так, что же будет дальше? Да, вот смотрите, она очень боится проявиться еще, ну, помимо того, что она вся такая дама из себя, как бы это еще может идти от воспитания, что мужчина должен первый шаг делать, а женщина уже соглашаться, либо не соглашаться. То есть здесь еще такой вот стрёмный момент, который, ну, не очень позволяет ей проявиться. Плюс она боится отказа, да, вот она думает, а вдруг у вас кто-то есть, и вы ее оттолкнете, вы откажете. Тоже здесь сомнение. А она ведь
Дама такая вот сильная, как я уже говорила, а сильные ведь они не прогибаются. Некоторых сейчас, наверное, смутит, что вот такая дама, как это? Нет, она, в принципе, такая, знаете, вот она какая-то двоякая. Вот с одной стороны, вот она как снежная королева, вот себе на уме. Может быть, даже, кстати, с эгоистическими нотками, такая вот звезда. Но с другой стороны, вот те, кто с ней близко общаются, вот она простая. Вот именно в своем кругу, да, внешне вы не увидите этого, а на душу свою далеко не всем открывает. Но вот те, кто ее близко знают, там семья, близкие друзья, да, то они знают ее совершенно с другой стороны. Но вот к вам она побаивается подойти, потому что думает, а мало ли, да, может кто-то там есть у него. Давайте-ка напоследок посмотрим, будет ли что-то у вас, либо же это все так в ее тайнах и останется. Вот знаете, она хотела бы, она даже семью хотела бы иметь, новую семью. Хоть у нее и есть такой вот довольно негативный опыт, она все равно нацелена на семью. Какой-то период еще она не будет проявляться. Вот она будет, знаете, как будто бы за вами наблюдать. Вот мне идет такая информация, что вот она будет как будто наблюдать. Да, она будет общаться с вами по работе, там, привет, привет, как дела и все такое, да, такое вот дружеское общение. Но пока она проявляться не будет, хоть виды она на вас и имеет. Что будет дальше? Так. Вот через какое-то время, знаете, вот вы сами ее заметите. Вот вы проявитесь к ней. Вот не она. Вот немного пройдет времени, да, вот еще она подождет, она не будет ничего такого делать, предпринимать. Вот она вот она как-то западет вам в глаза, вот в ваше в поле зрения, у вас как будто глаза откроются, что вот да, такая красотка и под боком, и рядом. То есть вы начнете больше действовать, вы начнете к ней проявляться. И у вас, причем отношения будут довольно гармоничные, несмотря на то, что она такая дама фифа, несмотря на то, что вы довольно сильная личность, все равно у вас может дойти даже до семьи. Может дойти, поэтому смотрите. Я знаю, что меня смотрят в основном люди серьезные, которые нацелены на серьезные, на стабильные отношения, на семью. Поэтому у вас есть дамочка под боком, которая мечтает о вас, но она боится подойти. Потому что, ну, как бы королевы не опускаются, да, и тем более, если она боится, что ее отошьют. Но вы сами ее заметите, сами начнете активничать и сами будете уже ее завоевывать и даже можете дойти до семьи с ней. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всем пока!